Добрый день, Андрей Андреевич. Очень Добрый приятно день. вас видеть сегодня в Хамовническом суде на процессе по Михаилу Борисовичу Ходорковскому «Леди». Первый вопрос. Какое у вас впечатление? Что-то изменилось после того, как вы последний раз сюда пришли? Вы знаете, может, мне просто не очень повезло сегодня. Сегодня не самый удачный день, скажем, для нас, для людей, которые регулярно себя приходят поддержать просто морально Михаила Борисовича и Платона Леонидовича, потому что нового мы ничего не знаем здесь. Ну, это удается лучше всего во время их выступлений, когда как бы мы заряжаем их взаимно энергией, когда они блистательно размазывают по стенке это идиотское обвинение. Ну, вы видели, сегодня 95% времени было занято господином Мухтиным, который сначала уныло допрашивал основного свидетеля. В общем, ему надо почему-то было добиться, чтобы тот сказал, что, скажем, проект размещения акций ЮКОСа на Нью-Йоркской или Лондонской бирже в 2003 году был остановлен по личному распоряжению Ходорковского или Лебедева. Какое отношение имеет к их обвинению, это абсолютно неясно. Сам факт этот, он никак не мог из свидетеля, который занимался этим проектом, вытащить, пока, наконец, судья ему не сделал замечание. Ну, а последняя часть после перерыва, это вообще было абсурдно. Мы наслаждались декламацией господина Вахтина. Ну, поэтому вот сегодня такой как бы пустой день, ничего нового не добавивший. Можно считать, что очередной свидетель со стороны обвинения фактически свидетель со стороны защиты? Ну, я бы выразился, так сказать, чуть осторожнее юридически. Он отказался, в общем, сказать то, что из него выжимали. И окончилось просто абсурдом, когда Вахтин увидел, что ему не удалось изнасиловать свидетеля, скажем. Кстати, он очень достойно держался, такой профессионал, юрист, международник. Как будет дальше проходить этот процесс? Все-таки чем он может закончиться? Ну, во-первых, вот, может, опять же, сегодня вот такой не самый яркий день, но я почувствовал эту общую атмосферу усталости у всех участников. Да, по-прежнему блестяще ведут, великолепно были в своих репликах Ходорковский и Лебедев, но 8 лет в заключении, это же, вы же знаете, что Европейским Советом просто пребывание в российских тюремных заключениях признано пытками официально. Это, конечно, не может отражаться на людях. Вот почему-то мне сегодня особенно показалось, какое усталое лицо у Лебедева. Вот. Да не лучше выглядит и сторона обвинения. По-моему, ужасно устал Данилкин. Его бесконечно раздражает уже, особенно Вахтин. Он сегодня несколько раз резко его... Единственное, помните, в культовом фильме «Штирлиц» есть такая сцена про одного эсэсовца, когда Цимюльник говорит: «Этот еще бьет копытом, этому еще не надоели наши игры». Так здесь моя любимая Ибрагимова, конечно. Ну, вчера Януаревна, она единственная. Уже приставы все эти устали. Я помню, как они вот стояли так с автоматами наперевес. Единственный, кто бьет копытом, это, конечно, Гюльчера Януаревна. Это усталость, отражение того, что все понимают бессмысленность. Все понимают, что будет решаться не здесь, и будет решаться одним человеком. То есть по существу работает та же старая формула, которую я, например, выразил еще 8 лет назад, что пока Путин в Кремле, Ходорковский в тюрьме. И в этом плане ничего не изменится.